Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в Шанхае, в отеле, и со мной сидит Саша, Александр Хвост-Дашкевич. Саш, как настроение у тебя и как у тебя впечатление от этой поездки? Отличная поездка, очень полезная для нас. Вот, да, приехали вчетвером, поиграли 4 игры, и все, теперь, значит, бесконечный отдых и так далее. Ну, не особо я рад, что так все получилось. Жалко, что Ваня не смог посетить этот турнир, но нам дали очень хорошего парня, он сыграл лучше всех из нас, но мы не смогли найти общий язык и проиграли. Ну, глупо было ждать чего-то большего. Как бы это же не просто игрок, а капитан, поэтому тяжело без него было. Ну, теперь как-то смотрим за другими, ну и пытаемся хоть как-то наслаждаться происходящим вокруг. А вообще с каким настроением ехали на этот турнир, когда еще думали, что Ваня поедет? Ну, с позитивным. Единственная проблема, что мы закончили квалификации, и уже через 10 часов после последнего матча мы уже должны были лететь сюда. Вот. Ну, в целом в самолете мы более-менее так пообсуждали, и казалось, что да, что-то можем показать, там ни на какие там топ не рассчитывали, но достойно могли выступить. Вот. Ну, чуть только там Ваня узнал о том, что ему придется ехать позже, там уже какая-то дизморалька пошла, потом опять ему там задержали выдачу этого паспорта, ну и в конце концов он не приехал, но так даже лучше для него. Вот. Ну, а мы уж тут как-нибудь да, проживем. Вообще, какие у вас были эмоции от пройденных квалификаций? Вообще, тяжело ли вам давалось в игровом плане квалификация и в плане эмоциональном? Чувствовали ли вы, что вы победите? В эмоциональном тяжеловато. У нас не все получалось, точнее, практически ничего не получалось, но команды соперника не наказывали нас почему-то за эти промахи, но чем дальше, тем лучше. Я рад, что мы прошли именно непосредственно на основную часть в качестве игроков, потому что играть в Wildcard это не очень, а приехать на International, на этот самый Wildcard, проиграть его, это для меня было бы вообще ударом сильным. На их уже и так много было за последний год. Вот, ну, посмотрим, то есть мы, я думаю, подготовимся неплохо, чтобы выступить там и показать себя. Но осталось не так много времени у вас после этой поездки, поездка в Швецию на DreamHack. После этого вы, наверняка сделаете какой-то отдых и опять тренироваться. Вообще, хватит ли вам времени подготовиться, потому что уже не так-то много осталось всего? Да, многое не надо. Сейчас, да, 2 турнира, потом там у нас неделька отдыха намечается, и где-то с начала июля мы начнем буткемп. Ориентировочно на 2,5 недели около того. Ну и это вполне достаточно для того, чтобы нормально себя чувствовать. Если будут оппоненты, конечно, и если будет с кем тренироваться. А вообще, как ты думаешь, что самое важное, наверное, в команде, чтобы побеждать? Вот, например, я сегодня разговаривала с Артизи, он говорит, что в последнее время мы практически совсем не тренируемся, у нас там турниры, какие-то перелеты постоянно. Вообще, не знаю, можно ли так вот играть хорошо, не тренируясь? Может быть, на каком-то позитиве это происходит, или вот просто должна быть какая-то внутренняя уверенность в том, что ты можешь побеждать? Да, внутренняя уверенность, конечно, должна быть. Мы так играли 2 года, вот, теперь так играют они, с чем их поздравляю, это очень хорошее чувство, когда ты ездишь по турнирам и как бы устраиваешь буткемпы и тренируешься только перед какими-то основными, а на все остальные приезжаешь посредственно, и при этом все равно там входишь в топ и выигрываешь. Это очень хорошо. Вот. И, ну, мы сейчас такого себе позволить не можем, поэтому мы тренируемся больше. Это и как позитивно, так и негативно влияет на результаты и вообще на настрой. Потому что слишком много тренировок переутомляет, особенно когда что-то не получается, там ссоры и так далее и тому подобное. Вот. Но на длинной дистанции, конечно, если вы можете себя пересилить и эти тренировки пойдут вам на пользу, то, конечно, да, это хороший фактор. Знаешь, вот такое в последнее время такая складывается тенденция, что там топовые команды играют хорошо, даже замечательно в течение 1 года. То есть они набирают какую-то форму, ее держат, и потом идет все на спад. Можно вот сказать так про Альянсов 2013 год, когда они всех там побеждали, а после Интернешнала то ли мотивация пропала, то ли еще что-то, они стали играть хуже и в итоге там вообще развалились. Почему вообще происходит такая тенденция? Ну, всегда, когда ты на вершине, очень тяжело понять, там, что тебе надо делать и насколько ты хорошо подготовлен и так далее. Да, ты вроде играешь хорошо, всех побеждаешь, но
При этом люди, которые находятся прямо за тобой, там, вторые, третьи места, они в основном мотивированы в 3 раза лучше, чем ты, в 3 раза больше, потому что они вот близки к победе, а ты как бы уже на пьедестале этом. И они тренируются больше, и по итогу или они, или же другие какие-то команды тебя в какой-то момент обыгрывают, заставляют тебя или же принять решение начинать тренироваться и все менять, или же продолжать и думать, что ну вот, значит, так им разочек повезло, больше такого не повторится. Ну и тяжело очень долго подряд выигрывать, потому что версии меняются, кто-то что-то придумывает, не всегда ты за этим можешь поспеть, и человеческий фактор тоже очень большую роль играет, потому что вы перессорились один раз, второй раз, и потом вы уже друг другу не доверяете, и это уже совсем не та команда, как было, собственно, с Альянс, с нами в одно время. Ну, там таких прям ярких больших примеров, там, ЕГЭ, вот, например. А как сейчас, какая сейчас атмосфера в команде? Вернулось ли доверие? Может быть, это вернуло артстайл, или, возможно, с приходом Санейка что-то поменялось в коллективе, как-то новая, свежая кровь? Да, оба они повлияли как-то позитивно на нашу команду. Вот, надеюсь, это будет только улучшаться. Да, артстайл ввел какие-то там свои понятия, вернулось доверие, но пока мы далеки от идеала и даже, можно сказать, от хорошей формы, поэтому... А может вообще поправить ситуацию в целом мейджор-турниры, которые сейчас вводят Valve? То есть до этого был один важный турнир в год, к которому команды всегда стремились, и там на другие турниры они могли забивать, не тренироваться, мол, там, как вот Ньюби собрались там за 5 месяцев и выиграли. Поменяется ли вообще в соревновательной доте что-то с приходом вот этих вот валвовских турниров, которые раз будут в сезон, вот, то есть постоянно будет конкурентоспособная дота, по сути? Да, не думаю, что что-то поменяется. Ну, не было официального названия мейджор, да, там, турнамент, но были там, в прошлом году был DAC, как промежуточный турнир между International, были помимо них там MLG, StarLadder и так далее, и ко всем практически этим турнирам нужно было подготовиться, чтобы их выиграть. Там ESL, вот тоже Франкфурт и еще какой-то там, и Нью-Йорк, вот, и тоже 2 основных. И я думаю, что эти мейджоры это будут как те же самые турниры, только под новым названием и с новой организацией. Вот. Не думаю, что это как-то сильно повлияет. Да, конечно, люди будут более серьезно относиться именно к этим турнирам, но остальные практически потеряют смысл для меня. Ну, только кроме там саммита и так далее, которые имеют свой какой-то собственный формат проведения и какую-то фишку. А остальным будет очень тяжело конкурировать с этими мейджорами. Вот. На игроков это никак не повлияет. Ну, лишнее там как желание победить. А вот как думаешь, ты представлял ли ты или вообще оцениваешь свои шансы, как вы покажете себя на интернешнале? Пока рано представлять. Я думал, этот турнир для нас будет каким-то, хоть какой-то информацией о том, на что мы способны, и вообще, как противник себя показывает, потому что очень сейчас легко смотреть за этими играми и видеть, что да, куча людей ошибается, но потом ты смотришь за своими играми и понимаешь, что ты не то что и в подметке не годишься, ну, то есть это смешно, но опять же, да, то есть мы играем вчетвером, и пусть этот парень был очень хороший, которого нам дали, но мы как бы не как команда сюда приехали, там бегали, что-то фанились, и никто не понимал, что происходит. Извини, вы не серьезно как бы уже подошли к этому турниру, потому что понимали, что, скорее всего, вы не пройдете там дальше? Серьезно подошли, но когда ты проигрываешь, то очень много негатива выливается и в самой игре, и вообще, то есть, и поэтому, когда один из твоих тиммейтов, он просто не понимает, что ты хочешь ему сказать, и он тебе ничего не может передать, и после 10-й минуты, когда вы там что-то уже там поделали, и наступает серьезная игра, в которой нужно обсуждать каждое ваше действие, вы просто где-то бегаете и рассыпаетесь, поэтому нельзя сказать вообще ничего о том, как мы выступили здесь. Поэтому, от DreamHack, я не знаю даже, какие команды там будут, я не знаю, будет ли этот турнир показателем чего-то, вот, лишняя тренировка не помешает. А так, буткемп, а на International
все абсолютно может поменяться. И ты был готов, а потом хоп, тебя что-то обломало, и ты уже не понимаешь, что происходит. Или же у тебя вначале не получалось, ты потихоньку набрал обороты, как-то там более-менее прошел групп-стейдж, пару игр выиграл, и ты уже в финале. То есть так оно и бывало несколько раз уже. А предполагаешь, что этого может не быть? И вообще ты видишь, например, дальнейшее будущее команды? Потому что вообще, как ты думаешь, у вас получится держаться дальше вот таким же составом, например, если на интернешнале у вас не получится там занять нам там топ-5, топ-8? Ты думал об этом, задумывался? Будет видно, не только от меня все зависит. Вот. Я не знаю, буду ли я вообще продолжать играть после интернешнала. Очень, конечно, зависит все сильно от результата, вот, но если мы будем играть хорошо и по каким-то причинам там проиграем и не займем топ-8, ну и при этом все будет дружелюбно и как бы по-человечески, то, конечно, наверное, останемся играть, но опять же, проигрыш очень негативно влияет на людей, и поэтому, в общем, скорее всего, любая команда распадется, заняв ниже 12-го места. А вот сейчас ты наблюдаешь за турниром. За какой командой тебе наиболее интересно наблюдать, и какая, может, команда показывает, не знаю, наиболее интересную, сложную и исполнительную игру? Ответ очевиден. Team Secret сейчас очень хорошо играют. Вот, какое-то время я смотрел за LGD, мне казалось, что они чего-то стоят, но сейчас они... Просто этот сегодняшний день они непонятно чем занимались, чуть ли не проигрывали там всем подряд. В общем, не впечатлили меня. IG то же самое. Бегают, как будто первый раз зашли в игру поиграть. Vici Gaming все так же стабильно, хорошо выступают. Вот. Про остальных ничего не могу сказать. Cloud9, вроде более-менее, Empire, вон победили LGD. Молодцы. Вот, за Empire интересно наблюдать. Они... Даже в первой игре они проиграли, причем там без шансов. Потом собрались как-то на оверпиках и каких-то хороших действиях. Сделали камбэк 2-1. И там, то есть это то, в принципе, чего ты ожидаешь от хорошей команды. Вот, за ними я их игры тоже смотрел, мне очень понравилось. А с кем вы обычно практикуетесь дома? Мне Арстайл рассказывал, что на самом деле на тренировках у вас очень часто получаются хорошие результаты, слаженные, вы выигрываете там топовые коллективы. С кем вообще чаще всего играете? И действительно ли это так, что у вас на тренировках получается лучше играть? Он говорил именно об этом буткемпе, да, мы очень много играли КВ, почти все выиграли. Там топовых коллективов там не было, именно, да, там каких-то европейцев. Мы играли с Empire, с ВПП, с Virtus.pro, с Burden United, с Mouse. В общем, со всеми теми, кто не прошел на International. Играли с NiP много. Пару игр с Альянс буквально. Я не помню, больше каких-то там... с Forengers тоже играли, потому что на тот момент был саммит, и были еще какие-то турниры, и ни Cloud9, ни этих... секретов, никого не было. И так мы с ними там, по-моему, ни одной игры не сыграли. Вот. Но, да, у нас действительно хорошо получалось на тренировках, но когда мы пришли в официальную игру, все как будто подменили. Но там ко второму дню мы собрались, все-таки прошли эти квалификации. Вот. И это хорошо. Возможно, следующий буткемп повлияет лучше, и мы, собственно, результаты, которые показывали на тренировках, мы вынесем этот опыт с собой и будем продолжать также на турнире. Окей, спасибо за интервью. Я вам вообще, всей команде желаю отдохнуть хорошенько и приступить уже к тренировкам с новыми силами. Вот, и традиционно напоследок тебе слово, если тебе есть что сказать. Всем спасибо. Увидимся скоро на канале Нави. Смотрите нас.